Как выглядят самые жестокие заключенные женщины в США? Маньячки, детоубийцы и черные вдовы с фантазией, которую даже представить себе трудно. Я расскажу вам, что безумного они натворили, оставив самую кровавую и невероятную историю наконец. Советую досмотреть. Карла Хомолка. Начну с этой милой девушки. В 17 лет светловолосая канадка чешского происхождения Карла Хомолка встретила Пола Бернарду. Она заметила его садистские черты, но это не остановило ее. Они поженились и переехали в США. Скучная семейная жизнь быстро им надоела, и они решили разнообразить свои дни. Как? Пол стал придумывать сценарии для оргий, а Карла занималась поиском новых участников. Их первой жертвой стала младшая сестра Карлы, которую она напоила краденым из ветеринарной клиники снотворным. Девушка потеряла сознание, и пара начала резать и извращаться с ней, снимая все на камеру. Сестра умерла от сердечного приступа, и смерть замяли как несчастный случай. На этом безумие не закончилось. Следующие жертвы попадали в их ловушку и проходили через схожие адские муки. Одна из них даже умерла после суток мучений. Парочка избавилась от тела, выкинув его в озеро. Еще одна несчастная, Кристен Френч, была обманута и похищена прямо возле церкви, не подозревая о зловещих планах пары. Они втерлись к ней в доверие, предложив чаепитие дома. Девушка умерла после 3 дней мучений. В 1993 году пару арестовали, и дело потрясло не только Америку, но и родителей Карлы, не ожидавших такого от дочери. Пол получил пожизненное заключение в 1995 году, а Карлу приговорили к 12 годам после того, как она согласилась сотрудничать с полицией, утверждая, что была жертвой своего мужа. Однако позже найденные записи показали, что она была не просто жертвой, но и активным участником преступлений, но приговор изменять не стали. И теперь она на свободе, живет с мужем и 2 детьми, устроившись работать в школу в 2017 году. Нормально, да? Эйлин Уорнос. Это Эйлин Уорнос. Что она натворила? Давайте по порядку. Эйлин не помнила своего отца, который скончался в тюрьме, отбывая наказание за издевательство над мужчиной. Ее мать, не выдержав тяжести обстоятельств, оставила Эйлин и ее брата на попечение бабушки и дедушки, обещая, что это только на 1 день, а сама просто сбежала. Бабушка и дедушка официально стали опекунами Эйлин, но спустя несколько лет девочка обвинила своего деда в домогательстве, хотя медики не нашли никаких следов. К 14 годам Эйлин стала настолько часто лгать, что ее выгнали из дома. Чтобы выжить, она начала предлагать свои услуги дальнобойщикам. В 20 лет Эйлин кратковременно вышла замуж за 70-летнего бизнесмена, который вскоре подал на развод, жалуясь, что она издевается над мужчиной, привязывая и издеваясь над ним. Вернувшись к жизни на трассе, Эйлин стала испытывать еще большую ненависть к мужчинам. Ситуация обострилась, когда она убила клиента, который попытался избить ее. Это стало для нее своего рода откровением. В итоге на ее счету оказалось 7 убитых мужчин, которые сами и снимали ее на трассе. Эйлин сама рассказала девушке, коллеге, о своем хобби, а она знатно удивилась и побежала в полицию. В 1996 году Эйлин приговорили к смертной казни, а в 2002 году ей ввели смертельную инъекцию. Ее последними словами были «Я вернусь». Звучало устрашающе. Согласны? Тереза Льюис. Что скажете про девушку, которая расправилась со своей семьей? Тереза Уилсон Бин Льюис была задержана после жестоких убийств своего мужа и его сына. Как такое могло произойти? Страховой полис, оформленный по сынком Чарльзом Дж. Льюисом в преддверии его отправки в Ирак, стал фатальным для него. Чарльз сделал своего отца основным, а Терезу второстепенным получателем наследства по страховке, не подозревая, что это решение обернется трагедией. Мотив был ясен. Огромные деньги могли бы радикально изменить жизнь Терезы. Она попросила 2 друзей посодействовать в расправе, забив битами свое семейство. Когда полиция прибыла, они обнаружили Терезу, обыскивающую карманы убитого мужа. Суд приговорил Терезу к смертной казни, и она стала единственной женщиной в Вирджинии, ожидавшей исполнения приговора. В последние минуты своей жизни Тереза извинилась перед своей падчерицей Кэти, выразив глубокое сожаление за убийство отца и ее брата. Но разве извинения могут вернуть близких? Не думаю. Бетти Лубиц. Это Бетти Лубиц. Чем она прославилась? Ее считают самой кровавой черной вдовой США. Детство Бетти было омрачено серьезными испытаниями, почти полная потеря слуха в 3 года из-за кори и сексуальное домогательство со стороны отца. С первым мужем девушка прожила практически 15 лет, родив 4 детей, и ему еще повезло. После развода не прошло и года, как Бетти вышла замуж за Билли Йорка Лейна. Их брак продлился всего 4 месяца. Отношения закончились судебным запретом для Билли
приближаться к Бетти, но даже это не остановило их от встреч, одна из которых закончилась дракой, в ходе которой Бетти была арестована за попытку убийства. В 1972 году они снова поженились, но и этот брак продлился недолго. После развода Бетти встретила Ронни Трекхолда, за которого вышла замуж в 1978 году. Их брак также был кратковременным и закончился попыткой Бетти наехать на мужа автомобилем, его чудом спасли. Следующий муж, Дойл Уэйн Баркер, исчез через 2 месяца после свадьбы. Официально Бетти заявляла, что он ушел после ссоры, оставив свой грузовик, чтобы она могла его продать. Но спустя несколько лет его останки были найдены на ее участке под декоративным колодцем желаний, который Дойл выкопал по ее просьбе. Далее Бетти вышла замуж за Джимми Дона Битца, который пропал во время рыбалки на озере. Его лодка была найдена через неделю, тело просто исчезло. Только после этого полиция задержала Бетти. Она была приговорена к смертной казни после нескольких лет за решеткой. Свои действия Бетти объяснила сложным детством и желанием отомстить мужчинам. Доротея Пуэнте. А что скажете про мадам, которая пачками убивала беспомощных людей? Доротея Пуэнте, известная как смертельная домовладелица, стала одной из самых зловещих фигур в истории преступлений Калифорнии. Она владела пансионом, где проживали в основном пожилые люди. Начав свою криминальную карьеру в 1960 году с обвинения в содержании публичного дома, Пуэнте вышла на свободу и вскоре обзавелась собственным пансионом. Она придумала очень жестокую схему. Доротея убивала своих постояльцев, чтобы завладеть их деньгами и чеками социального обеспечения. Делала это с помощью крысиного яда и садовой отравы, списывая потом трупы как умершие от естественных причин. Дело было поставлено на поток. Для своих злодеяний Пуэнте привлекала заключенных, приговоренных к исправительным работам, которые без их ведома занимались рытьем могил для ее жертв. Положение дела изменилось, когда исчезновение одного из постояльцев привлекло внимание общественности и полиции. В результате следствия Доротею Пуэнте обвинили в 9 убийствах, и она была приговорена к 2 пожизненным срокам заключения. Умерла она в тюрьме в возрасте 82 лет, так и не признавая своей вины до последнего дня своей жизни. Криста Пайк. А хотите немного черной магии? Криста Пайк вместе с Тодорилом Шиппом, старшим ее на несколько лет, представляли из себя страшную пару. Оба разделяли интерес к оккультным практикам и черной магии, частенько издевались над животными, устраивая кровавые ритуалы. Однако ревность толкнула девушку на более серьезное преступление. Криста подозревала, что однокурсница Колин Слэмер делает знаки внимания ее мужчине. Приведенная на разговор, соперница получила несколько ударов по голове и подверглась пыткам. Криста была арестована через 36 часов после содеянного. К тому времени она уже успела похвастаться фрагментом черепа убитой в студенческом кампусе. В 1996 году, 30 марта, Криста была приговорена к смертной казни. После приговора началась серия апелляций и обжалований, но Криста продолжала демонстрировать агрессивное поведение. Она совершила покушение на убийство другой заключенной и в 2012 году пыталась организовать побег из тюрьмы. Сейчас девушка ожидает исполнения приговора, попутно торгуя открытками со своей росписью из тюрьмы. Аморально? Но вы даже представить не можете, как страховые компании наживаются на своих клиентах. Вот что делать, если вы попали в ДТП в Америке? Куда обращаться за помощью? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас попросту нет страховки? Разное же бывает. Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Эмбер Маклафлин. Эмбер Маклафлин, приговоренная к смертной казни за убийство своей бывшей партнерши, стала первой женщиной-трансгендером, казненной в США. Казнь состоялась в начале 2023 года. Инъекция была произведена в тюрьме Бонне-Терре, штат Миссури. Эмбер Маклафлин, родившаяся мужчиной, совершила преступление в 2003 году, до того, как поменяла пол. Она убила свою бывшую подружку в пригороде Сен-Луи после того, как не смогла перенести их разрыв. Эмбер преследовала свою жертву, что привело последнюю к получению судебного запрета на приближение. Тем не менее, в день убийства Эмбер, вооружившись кухонным ножом, подстерегла жертву после работы. Сначала надругалась, а затем убила, оставив тело возле реки Миссисипи. На суде в 2006 году присяжные признали Эмбер виновной в убийстве, но не смогли единогласно определиться с приговором пожизненное заключение или смертная казнь. Решение о смертной казни в конечном итоге принял судья, несмотря на общественный резонанс, который подняли сексуальные меньшинства.
Тиффани Коул. А теперь знакомьтесь, Тиффани Коул. Что она натворила? В 2005 году, переехав во Флориду из Южной Каролины из-за состояния здоровья, 61-летние Кэрол и Джеймс Самнер стали жертвами жестокого преступления. Джеймс боролся с сахарным диабетом, а Кэрол с раком печени. Перед переездом в Джексонвилл, Флорида, супруги продали свой автомобиль Chevrolet Lumina 25-летней Тиффани Коул, которая обещала передавать платежи лично. Тиффани и ее новый парень Майкл Джеймс Джексон, а также их друзья Брюс Кент Никсон и Алан Линдел Уэйд воспользовались гостеприимством Самнеров и узнали о продаже их дома за $99 тысяч. Это обернулось катастрофой для пожилой пары. Тиффани и Майкл разработали план ограбления Самнеров. Никсон украл 4 лопаты, Тиффани арендовала Mazda RX-8, и группа под предлогом визита к другу вблизи дома Самнеров прибыла к ним, чтобы реализовать свой злодейский план. Они связали жертв, выманили информацию о банковских счетах и пин-кодах, после чего вывезли их в лес, где заранее вырыли яму. Пара была жива, когда их засыпали землей. Злоумышленники сразу после убийства начали расходовать средства жертв, пребывая в различных отелях. Полиция быстро связала их с преступлением благодаря использованию кредитных карт и последующему звонку в банк. Тиффани Коул и ее сообщники были приговорены к смертной казни. Вполне заслуженно, как по мне. Патрисия Кренуинкел. Ну и раз мы говорим о США, то куда без культа Чарльза Мэнсона? Патрисия Кренуинкел. Как раз оттуда. Родившись в семье страховщика и домохозяйки, она страдала от эндокринного заболевания, что вызывало избыточный рост волос на руках и проблемы с весом, став причиной насмешек со стороны сверстников. После неудачной попытки обучения в колледже Спринг-Хилл и короткого периода, когда она думала стать монахиней, Патрисия вернулась в Лос-Анджелес. Там она начала жить со своей сводной сестрой, которая была наркозависимой. Это было трудное время для Патрисии, и в этот период она встретила Чарльза Мэнсона, который стал для нее спасением. Он, осознавая ее неуверенность и желание найти пристанище, использовал это для манипуляций. Патрисия вскоре стала одной из активных участниц его семьи, где под именем Кэти она отказалась от своего прошлого. 9 августа 1969 года Патрисия участвовала в знаменитом убийстве в доме Шэрон Тейт и Романа Полански в Голливуде. В результате этой ночной резни погибли 6 человек, включая неродившегося ребенка Шэрон Тейт. Патрисия была арестована в Алабаме, куда ее послал Мэнсон, и вскоре была признана виновной. Несмотря на изначальный приговор к смертной казни, после отмены смертной казни в Калифорнии ее приговор был заменен на 9 пожизненных заключений. С тех пор она является одной из самых долго сидящих заключенных в США, с неоднократными отказами в условно-досрочном освобождении. Сьюзан Аткинс. Ну и еще одна дамочка из той же секты. Сьюзан Аткинс родилась в 1948 году в семье, где царили алкоголизм и разврат, на который закрывали глаза. Трагедия обострилась, когда ее мать умерла от рака. Это событие оказало глубокое влияние на нее, и вскоре после смерти матери она ушла из школы и уехала в Сан-Франциско. В Калифорнии Сьюзан встретила Чарльза Мэнсона, который сыграл ключевую роль в ее жизни. Она была готова выполнить любой его приказ, стремясь доказать свою преданность. Именно под его влиянием Сьюзан превратилась из застенчивой девушки в убийцу. Она участвовала в убийстве музыканта Гарри Хинмана и также в знаменитой расправе в доме Романа Полански. Именно Сьюзан написала на двери слово «свинья» кровью Шэрон Тейт. В октябре 1969 года Сьюзан была арестована, и в последующем судебном процессе она сначала признала свою вину в убийстве Тейт, а затем отказалась от своих показаний. Несмотря на это, ее приговорили к смертной казни, который позже был заменен на пожизненное заключение после отмены смертной казни в Калифорнии. Аткинс провела остаток своей жизни в тюрьме, где она дважды вышла замуж и боролась с раком мозга. Ее просьбы об условно-досрочном освобождении были отклонены множество раз. Сьюзан умерла в 2009 году, так и не покинув тюремные стены. Как вы считаете, что справедливей, смертная казнь или пожизненное заключение? Пишите мнение в комментариях. И да, спасибо за просмотр, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал, впереди много интересных историй.